Глава 14. Джакузи. Вечером корабль дышал тише, чем днем. Гул двигателей стал мягким, почти убаюкивающим. Свет в коридорах приглушили, и стекло иллюминаторов превратилось в черные зеркала. Анна шла рядом с Томасом по ковровой дорожке и думала, что лайнер напоминает людей. Днем натянутое правильное лицо, вечером такое же, только слегка расслабленное. На ужине они снова сидели с Максом и Леной в баре у бассейна. Истории, смех, легкое вино — ничего эффектного, но Анна чувствовала, после дня в порту и тихого дня, когда ничего не произошло, между ними стало больше простоты, как будто кто-то убрал еще один лишний слой вежливости. Уже под конец, когда десерт был почти доеден, Макс, лениво крутя бокал, проявил любопытство. «Так, кто из вас уже героически испытал корабельное джакузи?» Анна хотела признаться, что они все откладывали, но Томас ее опередил. «Мы все собирались, но как-то...» «Но вам не хватало подстрекателей», — понимающе кивнул Макс. «Не переживайте, мы по этой части компетентны». Лена улыбнулась Анне. «Там вечером красиво. Мало людей. Можно сделать вид, что мы в закрытом спа, а не на огромном плавучем торговом центре». Взгляд Лены был спокойным, без подмигиваний и подтекстов, просто приглашение. «Предлагаю так», — подытожил Макс. «В 9 наверху мы займем вам места. Вы приносите полотенца и желание хотя бы час не быть правильными». «Полотенце я обеспечу», — отозвался Томас. «С желанием не быть правильным сложнее, но я постараюсь». Они засмеялись. Решение как будто само собой сложилось на столе между бокалами. В 9 наверху джакузи. В каюте Анна выключила верхний свет и включила только бра. Зеркало стало мягче. На кресле лежали 2 купальника, хотя она уже знала, какой возьмет. Все равно взяла в руки оба, повертела, как будто выбирала не ткань, а способ быть собой. «Ты снова выбираешь между 2 практически одинаковыми кусками ткани?» Донеслось из душевой, где Томас приводил себя в порядок. «Они не одинаковые», — возразила Анна. «В одном я похожа на школьницу, в другом — на маму в семейном отеле. А в каком хочешь быть?» Анна задержала взгляд на своем отражении. Ключицы, плечи, шея, в котором я похожа на человека в отпуске. Томас вышел, вытирая волосы полотенцем, в одних плавках, непривычно открытый. Анна вдруг увидела, что он тоже не только умная голова и структурный муж, но и просто мужчина, с телом. Ее. Тогда этот муж кивнул на купальник в ее руке, потом на секунду задержал взгляд, как будто примеряя не только фасон, но и все, что за ним может последовать. «И помни, если будет некомфортно, мы просто уходим в любую минуту. Никаких героизмов. Ни своих, ни чужих». Он произнес это спокойно, почти буднично, но Анна услышала в этих словах больше, чем про одежду. Как будто он одновременно ставил подпись под ее правом передумать и проверял, услышит ли она, что это не проверка на смелость, а возможность остановиться. «А ты сам до конца понимаешь, что именно готов со мной туда принести и из чего готов уйти?» — мелькнуло у нее. Спросить это вслух показалось слишком прямым. Она только кивнула. Фраза улеглась внутри, как что-то очень важное и тяжелое. Хороший якорь. Можно уйти. Не терпеть ради компании, не держаться, а просто уйти, и он будет не тем, кто толкает ее дальше, а тем, кто остановится вместе. Анна надела темный купальник, достаточно закрытый, чтобы не чувствовать себя экспонатом, и достаточно открытый, чтобы помнить, что у нее есть тело, а не только голова. Поверх накинула халат. Перед зеркалом остановилась на секунду. «Я иду не показывать себя, а чуть-чуть побыть с собой, с ним, среди них». «Готова?» — спросил Томас, завязывая пояс своего халата. «Да».
И это «да» в этот раз было не про «согласна, как скажешь», а про маленькое «да» самой себе и им троим. В углу сознания шевельнулся вопрос, а его «да» сейчас такое же осознанное, или он все еще больше охраняет меня, чем себя? Ответа пока не было. Зона джакузи была отделена от общего бассейна стеклянной стеной и дверью с табличкой «Только для гостей СПА». За стеклом еще играла музыка, кто-то ходил по влажному кафелю, бармен протирал стаканы. Сюда эти звуки доходили уже как глухой фон, без подробностей. Внутри было почти пусто. Один круглый бассейн с бурлящей водой, несколько шезлонгов, на которых никто не лежал, пара больших зеленых кадок под стеной и мягкий теплый свет под потолком. Пространство словно уменьшилось до круга света над водой и 4 голосов. Все остальное осталось за стеклом. Макс и Лена уже сидели в воде по плечи, в пузырьках. Их халаты аккуратно висели на спинках шезлонгов. «Добро пожаловать в наш секретный научный центр», — шутливо провозгласил Макс. 1 бассейн, 4 подопытных, 0 отчетности. И табличка «Только для гостей», — вставил Томас. «Уже чувствую, как растет уровень привилегированности». Лена махнула Анне. «Я заняла тебе место, но если хочешь, можем устроить перестановку уже через 2 минуты». Анна сняла халат. Свет был мягче, чем в ресторане. Чужих глаз никаких. Томас посмотрел на нее как на что-то знакомое и родное, без удивления и оценки, и от этого стало спокойнее, чем от любого комплимента. Он смотрит на меня как на свою, и при этом мы оба знаем, что сейчас идем туда, где у нас нет готовых сценариев», — отметила она. «Интересно, ему не страшно так же, как мне, или он пока еще не допускает, чем это может обернуться?» Они спустились в воду. Тепло обхватило ноги, живот, грудь, как еще один слой, накинутый поверх дня. Пена шуршала, струи снизу слегка перебирали икры. «Ха-ха! О, еще 2 жертвы цивилизации!» — протянул Макс. «Как вам наш элитный спа-центр?» «Меня купили табличкой», — признался Томас. «Все, что помечено только для гостей, автоматически хочется проверить». «Поэтому люди так любят закрытые двери», — заметила Лена, «даже если за ними просто горячая вода и хлорка». Они засмеялись. Смех прозвучал естественно, как вздох. Сначала разговор шел о дне, про мужчину в соломенной шляпе, который появлялся на всех палубах, про соседей, которые ругали ребенка за то, что он слишком громко радуется бассейну. «Я сегодня услышал, как мать сказала дочке: «Не смей брызгаться, люди отдыхают», — припомнил Макс. «Это идеальный девиз для клуба убийц радости». «Шаг 1. Убедись, что никто не смеется», — подхватил Томас. «Шаг 2. Если смеются, объясни, почему это неуместно», — продолжала Анна. «Шаг 3. Повесь табличку «Только для гостей», чтобы обиделись все остальные», — закончила Лена. Волна от чьего-то движения докатилась до Анны, мягко качнула ее к Лене. Они слегка столкнулись плечами и тут же отодвинулись, как 2 лодки, случайно стукнувшиеся бортами. Никто не придал этому значения, вода просто делала свое. Через какое-то время Макс оглядел их расположение. «Смотрю на нас и думаю, это не отпуск, это заседание жилищного кооператива», — заявил он. «Все по парам, все серьезные, каждый держит свои границы, как садовый забор. Осторожно, если начнем двигать стулья, заборы могут сдвинуться». «Ну, так устроим маленький социальный эксперимент», — оживился Макс. «Посмотрим, кто умеет смеяться, когда сосед садится ближе, а кто продолжает сидеть, как на совете директоров. Я могу быть председателем, я люблю протоколы». «Опасный человек», — усмехнулся Томас. «Она еще и все запоминает». «Отлично. 1 эксперимент, 1 протоколист, 2 добровольных участника. Вперед!
пока никто не потребовал письменного согласия. Они засмеялись и начали переставляться почти по-детски. Кто-то неловко вставал, цепляясь за бортик, кто-то пропускал другого. Вода плескалась, пузырьки цепляясь к коже. Снаружи это выглядело просто как люди, которые пытаются усесться удобнее. В итоге Анна оказалась между Леной и Максом, Томас, напротив, ближе к Максу. Первая помеха в их негласном эксперименте случилась почти сразу. Макс слишком азартно муками показал, как его катамаран героически стоял на месте. Вода пошла по кругу, боковая струя ударила Анну в колени, и она слегка поехала по гладкому пластику сиденья. Он не сделал паузы, не посмотрел на нее специально, просто подхватил ее под водой, чтобы она не уехала в центр. Его ладонь легла ей на бок, а потом на мгновение соскользнула выше, захватив мягкость груди под тонкой тканью купальника. Ни хватка, ни задержка, просто траектория движения руки в попытке удержать баланс. Вода помогла обоим вернуть равновесие, и со стороны это было именно тем, чем и выглядело. Кто-то подхватил кого-то, чтобы не соскользнул. И вот тогда я понял, что 3 дня уверенно управлял привязанной к бую конструкцией, договорил Макс, даже не споткнувшись о собственную фразу. Лена фыркнула. Я все ждала, когда кто-нибудь это заметит. Томас рассмеялся, покачав головой. Анна тоже улыбнулась. Где-то внутри, под линией купальника, остался легкий горячий след. Он никуда ее не тянул, ничего не обещал, просто напомнил. Кожа реагирует быстрее, чем голова. «Я чувствую», — отметила она где-то внутри. «И это ведь не преступление, и мне здесь с ними спокойно». Она не поправила купальник, не отодвинулась резко, только чуть глубже ушла в воду, позволяя пузырькам взять на себя часть внимания. Разговор уже ушел дальше, к другим неудачным отпускам, смешным фото и странным привычкам туристов. Если бы Томас сейчас видел это в замедленной съемке, что бы он подумал? Что я слишком далеко зашла? Или что я просто наконец-то не притворяюсь бестелесной? И смог бы он мне сказать это честно? Тема детства всплыла сама собой. «В детстве у вас же не было этих бесконечных зон комфорта?» — спросила Анна, когда Макс в очередной раз пошутил про «убийцы радости». Томас усмехнулся. «Ты не представляешь наши школьные поездки. Югенхерберге, 20 человек в комнате, двухъярусные кровати, общий душ на этаж. Если кто-то стеснялся, ему просто не доставалось горячей воды». «В спортзале еще лучше», — добавила Лена. «Душевые без шторок, куча одноклассниц, которые делают вид, что им все равно, и одна Лерерин, которая орет: «Быстрее, автобус не будет ждать ваших драм». «А еще запах хлорки и чужих шампуней», — вспомнил Макс. Зато никто не считал, чей локоть кого задел. Все были заняты тем, чтобы не поскользнуться и успеть первыми к автомату с шоколадками. Они смеялись, перебивая друг друга. Анна представила себе Лену-подростка с мокрыми волосами, Макса, который уже тогда шутит, чтобы разрядить любую ситуацию, Томаса, который стоит ближе к стене, на всякий случай. Картина была такой живой, что ей вдруг стало легче и за свое присутствие здесь. Если они выжили после общих душевых, то уж джакузи переживут. «Я чувствую, что могу быть собой, и никто не делает из этого проблемы», — отметила она где-то в глубине. Вопрос только, сколько из этого собой Томас готов увидеть и не испугаться. Макс выбрался из воды и вскоре вернулся с подносом и с 4 невысокими пластиковыми бокалами. «Официальный тост нашего социального эксперимента», — объявил он. 4 участника, 1 ванна, минимум серьезности. И максимум полотенец. «За то, что мы все еще умеем смеяться в купальниках», — произнесла Лена. Анна подняла свой бокал. «И за то, что сегодня не обязательно быть самой правильной версией себя». Они чокнулись. Шум воды заглушил мягкий стук пластика. В напитке было легкое, чуть сладкое, почти как лимонад. В голове ничего не поплыло,
Просто некоторые внутренние зажимы отпустили. Позже Лена пересела ближе к Томасу, чтобы показать фотографию. Макс по колено в воде с открытым чемоданом. «Мы тогда решили, что отпуск официально начал страдать», — прокомментировала она. Томас наклонился к экрану, и в этот момент волна от одной из струй снизу качнула его в сторону. Он чуть не сел мимо сиденья. Нога поехала, и он инстинктивно выставил другую вперед. Лена, все еще смеясь, подхватила его обеими руками. Ее пальцы скользнули по его колену и задержались на внутренней стороне бедра. Под водой, в тепле, через тонкую ткань, это соприкосновение было слишком близко, чтобы считать его совсем невинным, и слишком коротким, чтобы делать из него событие. Волна ушла, и они оба снова устойчиво сидели. Снаружи это выглядело ровно как то, чем и было. Кто-то удержал кого-то от скольжения. «Почти как в школьном душе, только народу меньше», — хмыкнула Лена, отпуская его так же спокойно, как держала поручень. «И никто не кричит, что автобус не будет ждать наших драм», — добавил Макс. Томас рассмеялся чуть громче, чем того требовала шутка. В груди щелкнуло «Ух ты!», но вода и смех тут же размазали это чувство по поверхности. «Это тоже часть игры, и здесь никому не надо защищаться», — отметил он для себя. И чуть плотнее сжал под водой пальцы Анны у своего запястья. А если бы Анна увидела это со стороны в другом контексте, она бы так же легко дышала. На секунду кольнула. Он посмотрел на ее лицо. Ни уколотой обиды, ни демонстративной улыбки, просто внимательное присутствие. Значит, мы оба сейчас стоим на какой-то новой линии, которую еще только учимся рисовать. Время между этими микромоментами заполнялось разговорами и смехом. Они спорили о том, есть ли жизнь после «все включено», вспоминали нелепые сувениры, которые когда-то покупали, придумывали критерии идеального неправильного отпуска. «Мне кажется, после «все включено» жизни уже и не надо. Там есть все. Кроме нормального кофе», — вздохнул Томас. «И чувство меры». «Зато чувство юмора иногда просыпается», — резюмировала Лена. И действительно, здесь, в этой маленькой комнате с водой, оно явно не спало. Ближе к концу вечера, когда движения стали ленивее, а голоса тише, они снова начали пересаживаться, просто чтобы сменить позы. Анна поднялась, чтобы пересесть ближе к Томасу. Вода тянула, пластик под ногами был скользким, и в последний момент дистанция оказалась чуть больше, чем ей казалось сверху. «Осторожно», — негромко проговорил Томас. Он поднял руку не резко, а медленно, оставляя ей возможность в любой момент остановиться. Ладонь легла ей на талию, задавая направление, но не таща, скорее предлагая опору, чем решение. Она на мгновение зависла в этом промежутке, еще не рядом с ним, но уже ближе, чем была, с его рукой на своем теле и с очень ясным ощущением, что сейчас можно и договорить движение до конца и отступить назад, и он подстроится под оба варианта. Он тоже затаил дыхание. В голове мелькнуло: если она сейчас отойдет, я сделаю вид, что просто помог удержаться. Если сядет ближе, это будет ее выбор, не моя инициатива. Я не имею права тащить ее туда, куда сам еще не до конца понимаю, готов ли идти. Анна опустилась рядом. В момент, когда она смещалась, вся правая грудь на секунду прижалась к его пальцам поверх купальника. Не к Максовой руке, не к случайному чужому касанию, а к тому, кто был с ним много лет и при этом сейчас казался почти новым. Томас почувствовал мягкость ткани и тела, но не сжал пальцы, не задержал движение. Напротив, он чуть-чуть отодвинул ладонь настолько, чтобы дать ей пространство, и настолько близко, чтобы она знала, если останется тут, он будет ее держать. Со стороны это выглядело как обычная забота. Муж придержал жену, чтобы она не соскользнула. Внутри же у них обоих коротко вспыхнуло: мы сейчас делаем что-то, чего никогда не делали, не телом, а тем, что доверяем друг другу этот шаг здесь, при них. Анна устроилась там, где и собиралась, ближе к Томасу. Его бедро касалось ее бедра под водой. Его ладонь, уже лежащая на бортике, все равно была достаточно рядом, чтобы в любой момент найти ее пальцы.
Не нашлось ни стыда, ни злости, только тихое «я сама сюда села», и он меня не толкал. Где-то под сердцем развернулось маленькое теплое пятно, и Анна вдруг поняла, что это не просто не неприятно, в этом есть что-то неожиданно живое, и это живое между ними. «А тебе вообще здесь так же спокойно, как мне? Или ты только делаешь вид, чтобы мне было не страшно?» Вспыхнул вопрос, но вслух она его не задала, просто чуть двинула руку так, чтобы ее пальцы задели его. Томас ответил легким сжатием, не как сигнал «давай дальше», а как «я здесь, я с тобой». И если ты скажешь «стоп», это тоже будет нашим решением, не моим против твоего. Мысль, мне кажется, даже понравилась, мелькнула и тут же спряталась, как ребенок за дверью, но она успела ее заметить и добавить к ней еще одну. И мне важно, что он это видит, и все равно остается рядом. Лена бросила короткий взгляд на них поверх бокала. Анна, чуть наклонившись к Томасу. Томас, который держит ее так, как держит не новое приключение, а свое. Осторожно, с запасом дороги назад. Вот это и страшнее всего, когда свои решают быть живыми, подумала она. Но и честнее тоже. Макс поймал ее взгляд. Ничего не сказал, только едва заметно кивнул. Он тоже видел, что сейчас в этой воде происходит не просто перестановка мест. В какой-то момент все четверо оказались сидящими чуть ближе, чем в начале. Не потому, что так договорились, а потому, что перестали механически отодвигаться при каждом касании. Колени иногда сталкивались под водой и тут же расходились. Чья-то ступня на секунду касалась чужой лодыжки, а потом продолжала путь, как будто это был просто камешек на дне. Корабль слегка накренился, и вместе с ним сдвинулось все внутри чаши. Томас почувствовал, как край его плавок касается Ленина бедра чуть выше колена. Тепло кожи, тонкая ткань, вода — все вместе сложилось в короткий, почти подростковый импульс. Он вдохнул глубже, выдохнул, посмотрел на Анну. Она как раз смеялась над очередной фразой Макса, и в ее смехе не было ни напряжения, ни тревоги. Анна, в свою очередь, ощущала его ладонь у себя на колене под водой. Немного крепче, чем нужно для баланса, чуть выше, чем положено в общественных местах. У нас сейчас много точек контакта, и ни одна не кричит «опасность». И от этой мысли стало так, как бывает, когда сидишь с близкими людьми в кухне глубокой ночью. Мир сузился до этого стола, этих голосов и того, что здесь можно быть собой. Если бы кто-то снял нас сейчас со стороны, что бы он увидел? 4 в джакузи? Или 2 людей, которые после многих лет брака снова учатся спрашивать друг у друга: «Ты правда этого хочешь?» И отвечать не только за «нет», но и за «да». Макс первым взглянул на часы на стене. «Если мы еще час посидим, мне придется объяснять своей коже, за что есть не так. Предлагаю сделать вид, что мы умеем вовремя тормозить. И уйти, пока никто не превратился в вареного рака», — поддержала Лена. Они выбрались из воды по очереди. Вечерний воздух показался неожиданно прохладным. Кожа покрылась мурашками, полотенца приятно шуршали по плечам. Лена, заворачиваясь, посмотрела на Анну. «Спасибо за компанию. Это было по-настоящему отпуском. И для нас тоже», — отозвалась Анна. Она знала, что говорит не из вежливости, а точно. Макс махнул Томасу. «Если завтра я буду ныть, что мне тяжело, напомни, что это был наш эксперимент, а не пытка. Я запишу это в протокол». «Вот поэтому я тебя и боюсь», — усмехнулся Макс и вместе с Леной вышел в коридор. 2 светлых пятна полотенцев, тающих в полумраке. Анна и Томас задержались еще на пару минут, сели на край джакузи, опустив ноги обратно в теплую воду. Шум пузырьков теперь казался тише, почти домашним. Не так странно, как я ожидала. И совсем не так, как я себе это представлял.
отозвался Томас. В какую сторону? Он подумал. В сторону, по-человечески. Легко. Как будто на нас никто не смотрит, и мы никому ничего не должны. Анна кивнула. В голове всплыли все эти маленькие моменты. Чьи-то пальцы на ее груди, чужая кожа у колена, его ладонь на ее талии, общий смех, история про душевые без шторок. Все вместе не складывалось в «мы перешли границу». Скорее в ощущении, что границы перестали быть электрозабором и стали линиями на песке, которые можно чуть подвинуть, не разрушая берег. «Я чувствую себя живой», — отметила она. «С ним. И с ними. И мне почему-то от этого спокойно». «Чувствуешь себя живым?» — спросила она вслух. Томас не ответил сразу. Внутри у него поднялась волна вопросов. А что, если для нее живой рано или поздно значит идти дальше, чем я смогу? А что, если я скажу сейчас «да», мне тоже нравится, и этим открою дверь, в которую потом не смогу войти? Да. Живым и не особенно виноватым. Это редкая комбинация. «А ты правда не чувствуешь вины или просто даешь мне право не чувствовать ее первой?» — мелькнула у Анны, но она только улыбнулась. Он тоже глянул на нее и подумал: «Мы вместе столько лет, а я все равно не до конца знаю, на что она готова ради того, чтобы чувствовать себя живой, и на что готов я сам. И кажется, именно это сейчас и есть наш настоящий эксперимент». Они поднялись, накинули полотенце, забрали халаты и вышли в коридор. По пути в каюту Анна поймала себя на том, что не хочет мысленно отматывать этот вечер назад. Не было желания делать вид, что ничего не было. «Формально ничего не произошло», — подумала она, когда дверь каюты закрылась за ними. Никаких фактов, которые можно записать в протокол. Но внутри появилось ощущение, что у нас есть маленький круг людей, в котором можно чуть-чуть расправить плечи и не бояться. И что между нами с Томасом тоже что-то дрогнуло. Не вовне, а в том месте, где мы привыкли думать, что все уже известно. И возвращать это ощущение обратно на склад правильной жизни совсем не хотелось. Томас, складывая полотенце, тоже думал о том, что назад, к версии, где они никогда не задают друг другу вопрос «А ты как к этому на самом деле относишься?», уже не очень верится, даже если вслух они еще ни разу его не произносили.